Здравствуйте, уважаемые подписчики и все, кого интересует автомобильная тематика. У нас локдаун очередной, мой регион попал в красную зону, работы стало немножко меньше, поэтому есть время заняться обустройством мастерской, ну и модернизацией кое-какого оборудования. За эти дни сделал разводку воздуха по боксу, ничего интересного, водопровод, трубопровод. Некоторые моменты я покажу, может выглядеть интересно. И покажу стенд форсуночный. Я его немножко сейчас модернизировал. Он сделан был еще в 2006 году, но с тех пор я с ним 15 лет уже работаю и доволен. Воздуховоды сделал из ППР-ки трубы. Здесь ничего особенного, просто удобнее, шланги не валяются теперь по боксу. А что хотел показать, что мне кажется хорошей идеей, эти разъемы со временем начинают пускать. И поэтому поставил краники. Ну и чтобы не забывать его выключать, сделал так, что неудобно снять шланг, пока не перекроешь кран. Кран перекрытый, шланг легко отстегивается. Надо подключить, и тогда можно включать. Мелочь, но тогда не забывается перекрыть воздух. Как я уже говорил, стенд сделался еще в 2006 году. Было несколько вариантов, но это конечный продукт. Корпус сделан из, по-моему, бляха 1,2. Корпус получился довольно массивный, жесткий, как и должен быть нормальный стенд, чтобы не передавалась вибрация от форсунок, чтобы не входило в резонанс, потом громко оно все работает. Использовалась рампа форсуночная от инжекторной Нивы, только носил ее на завод, и мне еще сделали два отверстия под форсунки посерединке. Там как раз есть место, и получается равномерно на 6 форсунок можно тестить. Рампа неподвижная, она прикручена, двигается крепление само фиксации форсунок, и двигается нижняя площадка с колбочками. Единственное, чего не хватает, это автоматического слива, но тогда возможностей такое сделать не было, и я уже привык, можно обойтись без него. Стенд работает на воздухе, насос никакой не применялся, все на пневматике, стоит редуктор, с которым можно подать давление нужное на рампу. Все управляется контроллером. Первоначально вместо контроллера управлялось компьютерной программой через LPT-порт, но оно не работало так, как хотелось, поэтому пришлось разработать такой контроллер управления форсунками. Вся электроника и программа, это все изготавливал мой очень хороший товарищ, гениальный электронщик, программист. Если он не будет против, то под видео я оставлю ссылочку, как с ним связаться, если кому-то будет интересно. На заводских стендах я никогда не работал, поэтому программу мы писали и обкатывали, исходя из своих знаний, видения этого процесса, как оно должно бы быть. Но в 2007 программа закончилась дорабатываться, и с тех пор идей каких-то что-то еще там изменить или добавить не было просто необходимости в этом. Если у кого-то есть какие-то предложения, что улучшить, я был бы рад услышать ваше мнение. Стенд работает на сжатом воздухе. Все управление идет с контроллера. По сути, это навороченный генератор, заточенный под наши нужды. Функционал довольно широкий. Здесь выбираются режимы. Можно настраивать скважность, частоту верхнюю, частоту нижнюю, диапазон от какой частоты до какой регулировать.
Ну, немножко позже покажу на примере форсунок, как оно работает. Промывку делаю всегда в ультразвуковой ванне. Я не знаю, правильно, неправильно, но моется хорошо и еще ни одну форсунку не запорол. Итак, с этим внизу ультразвуковая ванночка, китайская, на 30 и 50 ватт. Но за эти годы ванночек я уже поменял штуки 3. Причем несколько их раз ремонтировал. Они довольно слабенькие, ненадежные. Поэтому в прошлом году я уже купил вот такую ванну. Это уже с подогревом, более мощная. Ну и год с ней работаю. В принципе, нареканий никаких нет. Фальш-панель распечатана на обычной бумаге и заламинирована с двух сторон. Приклеен двухсторонний скотч. Я сделал такие две штуки. Первая 15 лет продержалась. Ну, если это еще выдержит 15 лет, то будет достаточно. Довольно удобно, красиво. Снял задние крышечки, чтобы можно было увидеть устройство. Как я уже говорил, насос я не использовал. Все на воздухе. Воздух подается через редуктор, идет сразу на манометр и с редуктора поступает на клапан из газовой установки 12-вольтовый. Из клапана идет на бачок. Бачок я сделал из старого автомобильного огнетушителя. Немножечко его укоротил, потому что был большой довольно. Ну и отсюда уже здесь давит воздух. Из бачка под давлением жидкость идет на топливный фильтр инжекторный и с него поступает на форсуночную рампу. За 15 лет я вот сейчас первый раз поменял фильтр. В принципе, жидкость всегда используется чистая. В этой части я форсунки только проверяю, я их никогда здесь не мою. По электронной части. Здесь стоит плата силовая управления форсунками. Здесь все силовые электронные ключи через опторазвязку. Раньше эта плата управлялась через программу по LPT-порту, ну а сейчас уже не управляет контроллер. И дальше расходится на форсунки. Здесь отсюда разводка идет проводки на рампу и параллельно подключены провода для промывки в ультразвуковой ванне. Эта плата вынесена управление ультразвуковой ванной. Я ее вытащил из ванны, но плате особо это не помогло. Она все равно, я думал, перегревается. И все равно она выходит из строя. Надолго не хватает. Ну и в принципе все устройство. Блок питания компьютерный. По-моему на 400 ватт. Я уже и не помню. Брал самый мощный, какой нашел на то время. Сразу на нем есть и 5 вольт, и 12. Для этого стенда выше крыши.
Дубль 2. А так, ти кажеш, що якщо б бензин в місті згадував, ага.